Раз, два, три, четыре, пять. Вітаю вас у своєму саду. Я Светлана. И сегодня я расскажу, какие садовые работы я планирую делать в сентябре. И уже даже начала. Скажу честно, не стала ждать. У нас чуть-чуть попрохладнело, где-то плюс 25. И я уже начала свои посадки, пересадки, которые запланировала. Моя любимая лопата, очень, кстати, удобная. Лучший мой помощник. Это не реклама, фирму говорить не буду, но по цвету ручки, я думаю, вы все поняли. Догадались, что это за фирма. Хорошая лопата, эргономичная, самое главное. Ну все, идемте, покажу, что я уже начала делать. И расскажу немножко, что буду делать. Начало газон вам показать, он работает. Этот препарат, который я вам рекомендовала на прогулке по саду про газон, когда рассказывала, работает. Идемте смотреть, какой газон сейчас стал. Первое-наперво. И вон и какие. Ну, вот это мой проблемный газон, о котором я рассказывала на прогулке. Убирала я сорную траву, сорняки, злаки, именно траву препаратом Puma Super. Это не реклама, это препарат, который работает. Я сама искала, чем же убрать. Одуванчики, клевер и подорожник я убрала лентуром. Лентур тоже работает, справился, а с травой не получалось у него. Видит газон, позеленел. Вот эти желтые проплешины, которые вы видите, это умирающие сорные злаки. Ближе я вам показываю, вот так они выглядят. Они уменьшаются в размерах, у них угнетается корневая система, и постепенно трава будет занимать их место, разрастаться. Косить буду через пару дней. Уже встрепенулась моя травка, наконец-то, может, к октябрю месяцу я смогу полюбоваться газоном своим. Вообще газон на второй-третий год показывает, какой он красивый. Как вы видите, за розы вы спрашивали, розы чувствуют себя по-разному. Одним хорошо, другие уже просятся обрезать. Но стало немножко прохладнее, и те, которые решили цвести розы, прямо шикарные. Ну а я вас приглашаю пойти вон туда, я вам покажу, что же я уже начала делать. Работы в саду пересаживаю. Идемте. Вот на этом месте я решила не ждать более прохладных дней, а пересаживать вот эти древовидные гортензии. Выкопано, видите, уже 2 куста, и открылись можжевельники минджулепы. Точно такие, как растут возле Ивоны. Только они немного угнетались из-за того, что древовидная гортензия слишком уж разрослась. Вот это один куст. Проложен капельный полив, как раз поливается, легче будет обкапывать. Куст очень уж огромный оказался. Видите, как разрастается. Самые обычные 3 веточки, которые были посажены 4 года назад на это место. Открылось много свободного места. Мне осталось пересадить еще 4 штуки. Высаживаю за периметр. Там у меня тоже определенного рода ландшафтный дизайн. Буду как раз сегодня еще 2 куста. В один день много не пересаживаю. Открылись мои скайрокеты, но из-за того, что древовидная гортензия закрывала с восточной стороны их, вот с этой, немного ветви зеленого оттенка. Это к тому я говорю, что если ваши хвойные, и голубые, и не голубые, будут расти в полной тени, то они будут терять оригинальную окраску. То есть голубой будет уходить в салатовый или зеленый, а зеленая ель будет более бледного оттенка. И можжевельники аналогично. Так что подумайте над тем, чтобы какие-то большие растения не закрывали ваши красивые хвойные.
вот этот, который возле забора, видите, какой малюсенький. Он был с 3 сторон вот этой гортензией закрыт. Рябинник подстригла ноги ему, удалила поросли, но проблема с ним остается, потому что из земли, в земле он прямо пускает стрелки, и от корня идут новые побеги. Убирать его не хочется, в принципе, в этом месте в углу он меня устраивает, если бы не эта поросль. Ну, пока пусть порастет. Свои скай-рокеты я буду стричь уже не ножницами, а кусторезом, придам им форму узкой такой колонны, чтобы они больше распушались и зимой не поломались от снега. Места открылось довольно много. Я уже даже не знаю, что на эти 3 квадратных метра мне и посадить. Ну, конечно, я знаю, придумала, я вам говорила. Еще хотела сказать про пересадку взрослого куста гортензии. Я вам сниму отдельное видео, это одним словом не скажешь, но маленький совет хочу дать. Во-первых, начинайте пересадку не сейчас, в начале сентября, как я, а когда уже начнут опадать листья. Ну, я обрезала, я знаю, что мои гортензии перенесут такую пересадку, я уже этим занималась. Обкапывается лопатой очень большой круг. У гортензии корни мочковатые, которые идут не в глубину, а больше по бокам, то есть больше по горизонтали. Несколько у них там толстенных таких мохнатых корней есть, но в основном вся корневая система расположена примерно полметра по диаметру от куста. То и когда будете пересаживать свои древовидные, чтобы вы имели в виду, сколько копать. Еще хотела сказать, что когда будете тянуть земляной коп, за ветви не держитесь. Они такие хрупкие, ломаются и ничего не остается. Прямо к самой земле туда даже можно за корни. Ну а сейчас пойдем, я вам расскажу, чем же я еще занимаюсь. Ну и вот, чем же я занималась. Я подстригла кусторезом вокруг моих слив писарди, их у меня 4, растет спирея Golden Princess. Я ее показывала, что я кустики делю и рассаживаю, делаю такой приствольный у нее квадрат хочу, и вот уже видно, как он начинает проявляться, красиво вырисовываться этот квадрат. Так и будет он. А в центре у нее росли лилейники. Я их уже обрезала. Лилейники, честно говоря, я против них ничего не имею. Но это гвоздика. Я из семян ее зимой выращивала. Думала, она у меня не вырастет. Но она благополучно выросла. Сейчас я вам ее покажу. Один там цветочек где-то у меня был розовенький, красивый и очень пахнет гвоздикой. Ну а я про лилейники. Лилейники мне нравятся, но мне не нравятся у них листва. Сам цветок красивый, рюши такие у него необычные, оттенки. Лилейники очень легко селекционировать можно, заняться. Я даже, может быть, подумаю этим и заниматься. Но вот эта листва, которая потом веником таким торчала из приствольного круга, мне не нравится. И я решила, заменю-ка я лилейники, на что бы вы думали, на лилии. И объясню сейчас, почему, свою логику. А лилейники в другое место ушли. Мне кажется, ну, посмотрим в следующем сезоне, как это будет выглядеть. Вот тут я начала делать. Я по цветам их немножко сортирую. Тут будут высокие лилии, по-моему, ориентальные, без запаха, без цвета, белые и оранжевые. Вот такие. Они до 1,5 метра могут вырасти. Хочу по сортам во все приствольные круги туда и сюда. Сюда тут еще надо вот эту проплешину мне Golden Princess закрыть. Но это я позже кустиков несколько поделю и
такой бортик сделаю. Красиво. Квадратом получается, зарастает она. Идея моя была такая, что лилии, во-первых, у меня не будут собаки, они сюда и не заходят, если тут будет более плотно все это сделано. Откопала уже лилии. Мне скоро придут новые. 5 сортов лилий. Покажу вам уже на следующий год. Кстати, обещала вам еще по махровым лилиям сделать видео. Надо будет как-то заняться между делом, между стройкой. Так вот, мне кажется, что лилии, когда обрежутся и будут в августе месяце просто наращивать луковицу, тут будут незаметны. И так много листвы не будет, как у лилейников. У лилейников прямо все сильно мне не нравилось почему-то. Когда, знаете, что-то не нравится, ты ходишь, смотришь, и по итогу начинаешь переделывать. Так, кабачки я еще свои не убирала. Кабачков у меня средне много, поэтому я их еще терплю в саду. Так, за эту работу рассказала. Сейчас пойдем покажу, что я сделала там с одним можжевельником своим. Вот тут часто мы ходим по этой дорожке вокруг розового круга, и вот этот чешуйчатый, ужасно колючий можжевельник. Я его хотела отсюда вообще пересаживать, потому что акракона разрастается, а он мешает. А потом мне пришла в голову одна интересная идея. А что если я его сделаю каплей на ножке? Но когда обрезала, покололась, я обнаружила, что у него не одна, а две ножки. Но это не мешает самой идее. Что я решила сделать? 60 сантиметров подняла от земли, вырезала все ветви, ствол оголился, стало просторно и красиво, мне кажется. Пообрезала ему точку роста на всех ветвях и буду ограничивать по высоте. Будет капля загущаться, и такая голубовато-сизая будет стоять формированная у меня, формированный можжевельник. В ногах у него можжевельник казацкий. Если мы зайдем с другой стороны, мы увидим, что куст древовидной гортензии я уже обрезала. Для чего? Буду его тоже пересаживать. Он не дает проходить по вот этой тропинке к моим маленьким черенкам, которые это крупнолистная гортензия. Вот это росла, а вот это высаженная из горшка буквально вчера. Тот можжевельник как раз создавал проблемы. Колючими ветвями закрывал все, древовидная гортензия развалилась. Она, конечно, большая, красивая, но сильно большая. Будет тоже пересажена. Сейчас можно начинать стрижки вообще всех хвойных, не обязательно формирующие и санитарные. Мне он даже нравится стал. А то хотела пересадить непонятно куда. Когда я тут все поубирала, подстригла, я внезапно обнаружила 3 лилии. И вспомнила 2 года назад, о чем думала. Света непонятно, в самую тень глухую. И древовидная гортензия закрывала, и можжевельник разросся, и акракона. И они у меня тут не цвели. Хорошо, хоть вообще выросли. Буду теперь пересаживать вот эти лилии. Они там растут еще между смарагдами. Надо пройти, найти и пересадить. Ну а тут оформила такой небольшой уголок в этой зеленой комнате. Даже не комнате, а маленький чуланчик такой у меня тут получился, довольно уютный. Магнолия, рододендроны, молодые мои гортензии. Вот это рододендрон, он так нарос, распушился. Это гендиректор Ридер. Он цветет, такие бело-кремовые цветы. Еще не цвел у меня. В прошлом году зимовал в прохладном месте. Такая палочка, помните, кто если
со мной давно уже. А вот это черенок моей гортензии, сорт не знаю, только расцветает. Это прошлого летнего черенкования. Вот за этот сезон так они и подросли. Тут им, конечно, немножко тенечек. Посмотрю, может быть, поменяю их весной на крупнолистный. Крупнолистным тут будет лучше. Еще в планах у меня убрать эти спиреи на штамбах, потому что рододендронам слишком уж темно. Они создают слишком большую тень. Будет тут достаточно рододендронов и можжевельника. Ну а сейчас идемте, я вам покажу про гладиолусы. Что-то интересное. Еще хотела вам сказать, что я уже почти выкопала все свои гладиолусы. Гладиолусы выкапываются, если вы не знали, 4-5 недель после цветения. Рассортировала их по сортам. Сейчас зайдем, покажу. Тут красивая роза такая, ловила кота на одной ветке. Вот такие бутоны прямо. У меня есть обзор этого сорта. А эта роза попадала в кадр. Это роза наранга. Красивая. Так вот, про гладиолусы. Выкопала сортовые вот такие. А вот это гладиолусы, которые я в течение 3 лет и у бабушек покупала, и везде. Пока еще растут. Они немного позже зацвели у меня. Не такие крупные, как сортовые. Поэтому я их немножко позже и буду выкапывать. Поставила вот сюда в ящики. У нас это дровник. Дров еще тут место пока свободное. Можно, чтобы они подсохли. Вот эти вот верхушки можно обрезать сразу, а можно ждать, пока они подсохнут. Я буду ждать. Посвязывала я их по цветам. Когда совсем подсохнут, я поотделяю маленькие детки вот эти. Отдельно их высажу в детский сад. На следующий год луковицы почищу. Луковицы можно в фунгицид опустить минут на 15. А можно это сделать весной, перед посадкой. А лучше и весной, и осенью. Потому что у меня 1 год луковицы гладиолусов почему-то пропали. Положила их на ткань, тут на агроволокно, чтобы детки у меня не попадали в щели туда между деревянными планками. Вот и все, что по гладиолусам хотела сказать, по сортам, может быть, какие у меня есть, я вам сделаю видео. Такие красивые были, цвели разные, поделились. Вот даже видно по 2 больших луковицы почти на всех. Не на всех, на вот этом сорте почти все поделились, а те не все. Но много деток. И еще хотела, знаете, что за гладиолусы сказать, что оказывается есть у гладиолусов такое свойство, может быть это у всех луковичных, может и у лилии так, что их можно сажать с разбежкой, допустим, в 3 недели, 2-3 недели. Один сорт посадили там какого в апреле, другой в мае, 3 в июне в начале. Нарастают гладиолусы 100 дней, плюс-минус 1-2 дня, и начинают цвести. Цветут, когда из 5-го листа 5 листиков, и такая стрелочка идет высокая уже с первыми цветочками. Так вот, хотела сказать, если посадить их с разбежкой, то и цвести они будут с разбежкой. То есть гладиолусы у вас будут, если апрельские, то май, июнь, июль, плюс-минус 10 дней, 90 плюс 10. Следующие будут в августе, а следующие в начале сентября. Так что, если вы хотите, возьмите себе это правило на заметку. Оно работает. Я немножко, я, правда, всего 2 недели разницу взяла. Но получается действительно. На следующий год я посажу прямо специально с разницей. Посмотрим, как будет. За гладиолусы все. Ну что, вот все, что я хотела вам рассказать про свои садовые дела в первых числах сентября.
времени не хватает. Я еще и вот высадила еще эту гортензию сюда. Цветет розочка Джолита. Красивая. Она долго-долго цветет. Кто за этот сорт спрашивал, я, может быть, сделаю про нее обзор когда-нибудь, когда успею. Мы еще и дома там ремонт продолжаем, вечную нашу стройку. Ну что, всего хорошего. До встречи. Задавайте вопросы, буду отвечать.